Всем привет, друзья, меня зовут Надарий, я являюсь руководителем Центра реабилитации. Итак, несколько пунктов, которые бы я хотел здесь отметить, это очень важно. Первое – это цель. То есть человек, который приходит на реабилитацию, ему очень важно, чтобы в его сознании всегда была цель. Он пришел с разбитой жизнью, он пришел с разрушенными отношениями, с семьей, с родственниками. Поэтому очень важно удерживать цель. Цель, конечно же, ясна. Это восстановление в нормальную жизнь, нормальное социальное существование. Поэтому очень важно, чтобы эта цель не сбивалась. Мы, конечно же, говорим о том, что эту цель будут сбивать те люди, которые будут негативно как-то влиять на вас. А точнее, вы будете видеть негативные примеры. То есть те люди, которые прошли реабилитацию, опять возвращаются на реабилитацию. Те люди, которые не прошли до конца реабилитацию, уходят из центра. Поэтому здесь очень важно ориентироваться все-таки на хорошие примеры. Нужно смотреть на тех людей, которые уже прошли полностью программу. Поэтому держите цель, держите цель. Я пришел сюда для себя лично. Второй момент, который бы я хотел отметить здесь, это правда. Очень важно ориентироваться на реабилитации. Очень важный фактор успеха – это искренность. Ориентируйтесь, друзья, на правду. Правда и только правда. Она тяжело дается, она с трудом дается в нашей жизни. Искренность сегодня – это не популярная вещь, поэтому я бы предложил такой момент. Цель, потом правда. Следующий момент, на который бы я тоже сориентировался, когда человек идет на реабилитацию или на фактор успешной реабилитации, это время. Проводи полезно время. Время, которое тебе предоставлено, его немного. У нас это 8 месяцев, поэтому очень важно ориентироваться на то, чтобы не проводить бесполезно время. Бенджамин Франклин, очень известный человек, однажды в своей книге написал, книга называется «Советы молодому купцу», он сказал такие интересные слова. Время – деньги. Очень мудрая книга, Библия сообщает нам, что мы должны дорожить временем. Друг, то время, которое тебе предоставлено, то время на реабилитации, которое тебе предоставлено, не проводи его бесполезно, не проводи его впустую. Это очень важно. Ориентируйся на то, что тебе дано немного времени, наполняй его, принимай то, что тебе предлагают, и пытайся практиковать в своей жизни, воплощать в жизнь. Следующий момент, на который бы я тоже сориентировался или сориентировал вас, как на фактор успешной реабилитации, это решение. Принимай серьезные решения. Сегодня люди, особенно зависимые люди, убегают от важных решений. В семье, на работе, в учебе, в личной жизни убегают от этих решений, когда сталкиваются с какими-то трудностями. Поэтому сегодня вопрос жизни и смерти. Когда я пришел на реабилитацию, это вопрос жизни и смерти. Поэтому решения, которые тебе будут предлагать и говорить, тебе нужно принять это решение, бори себя, перебарывай, дави на свою волю, но принимай это решение. Еще один момент, на который бы тоже обратил внимание, это, наверное, послушание. Послушание сегодня тоже не популярно, потому что все себя идентифицируют сегодня в этом мире как людей свободных. Я есть личность, и поэтому послушание сегодня не актуально. Как послушание родителям не актуально, так и послушание в обществе. И мы все это видим. Так и послушание власти. Поэтому ориентироваться на послушание – это очень важно. Приведу вам один пример. Мы очень часто к своим родителям относимся так, как будто бы они нам вместо того, чтобы положить в тарелку борщ, кладут туда змею. Но на самом деле мы же не встречаем такие случаи. И вот очень важно, когда ты пришел на реабилитацию, фактор успешной реабилитации – то, что положили тебе в тарелку, взять сегодня и есть. Это залог успеха. Итак, друзья, спасибо вам за внимание. Итак, повторим. Цель. Нужно держаться цели. Следующий момент – это правда. Держитесь правды и искренности. Еще один момент – это проводите время полезно. Следующий момент – принимайте решения. И последний момент – это послушание. Всем удачи. Вперед!